Снова вылазка на улицу, немножко поскетчить, немножко подумать. Заседаю с моим скетчбуком. Оранжевая ручка, оранжевый кофе. На скетчбуке такая обстановка. Делаю идею проекта как амфитеатровые ступени, большие 2 метра. По небольшому склону уходят в воду. Еще нужна структура павильона. И делаю странное. Придумал плавучую ротонду. Только пока не понимаю, как я вообще могу в это озеро ее запихнуть. Там по-любому будет какой-то понтон, плот такое, которое будет зафиксировано посередине озера. И туда будут приходить люди. Но ротонда, наверное, это все-таки перебор. Была первая итерация этого проекта. Вот она. Вот эта структура пойдет вокруг озера. Вот она в деталях. Более подробно прорисовывал. Вот это разрез. Я поясняю мою проектную идею. Человечки для самоштабности. Вы видите, как работает мой тип скетчинга. Если хотите также научиться, ссылка в описании к видео. На моем сервисе Boosty. Самые понятные уроки, как делать вот эту вот графику в моем итальянском стиле. И чтобы жизнь вас при этом не драматизировала. Чтобы это можно было делать с кофе. С простой ручкой и скетчбуком. Вот эти ступени будут расположены амфитеатром. Амфитеатру будут вырезаны сегменты, потому что в общей концепции это прям зашито проектной идеей. И вот через эту структуру человечки пойдут вот сюда. Но будет здесь ротонда или не будет, непонятно еще. Думаю про нее и про павильоны. На Питере еще не ушел снег. Сугробы дофигища. Я опять сижу по лужам. Чернилки в ручке ламия. Не замерзают, им норм. Час плюс 5 где-то. Если мне нужно ручку отложить, я делаю так. Тык-дык. Лежит, ждет. А вот эта штука, это интересная штука, смотрите. Закрыл. Это Art Creation. И чем он хорош? Смотрите. Беру и в карман пальто. Тык-дык. И как в карман пальто, так и в карман пиджака. Тык-дык, тык-дык, тык-дык. Вот это дико ценно. И сюда подходит, и сюда подходит. И ты ходишь, нет проблемы. Ламию убираю таким образом. И все. В руке кофе, вокруг заснеженный Питер. Погода плюс 5. И я хожу, думаю свои проектные идеи, не зависая над компьютером. Это счастье просто. Понемножку набираю виды сверху. Трава, тычкование, трава. Поплотнее, трава. Тычкование, трава. Не, ну прикольно же. Релаксирует прям. Сегменты ступеней вот такими простыми штрихами. Тык-тык. Совершенно не напрягаясь. Когда я думаю над проектом, все должно помогать мне, а не мешать. Все, что мешает мне, что делает меня уставшим, нужно убрать. Остается и выживает только то, что работает на меня, на мою пользу, на то, чтобы мне было легко делать проектные задачи. И вот такой формат, знаете ли, идеален. Я проверял его во многих странах и много лет. Посидел минут 40, немного замерз. Немного, да. И кофе почти закончилось. Прикиньте, забываю нажать кнопку записи. Обстановка в альбоме вот такая. Чуть все продеталил, принес вид сверху, раскидал, куда мне нужны кусты. Или, может быть, крупномеры. Может быть. Принес тенюшки, выявил форму, поднял. Ротонда начинает приобретать свои очертания, но насколько это реальная история, я пока не знаю. Туда может вести понтонный мост, но как ее реализовать посередине озера, совершенно непонятно. Вот такой питерский вайб в парке заснеженном. Там могут быть катамараны. Кстати, как катамараны у нас там в парке, вот за памятником молодогвардейцам. Тут чувак может сидеть рыбачить, тут кто-то сидит нахохлился. Видите, для того, чтобы выражать тело человека, даже настроение. Смотрите, у этого одно настроение, у этого совсем другое. А вот тут пупсик смотрит, ищет глазами алые паруса, ищет своего Грея. Такая павильонная структура. Разобрался с сегментированием. Наверное, павильонная структура будет меньше по отношению к ступеням. Но теперь я хотя бы понимаю, что мне от этого нужно. Накидал растений и травы. Все, оно будет замыкаться в амфитеатровую структуру. Вот этот листик выглядит вот так, а предыдущий листик выглядит вот так. Может быть, я его доработаю до вот такого вот вида. Вот эти ступени немного в другом ракурсе. Тут они в разрезе. И история с ротондой. В общем, я доволен. Кофе попил не зря, но правда чуть подмерзаю. Думаю, нужно скушать что-нибудь горячее. Или зайти еще попить кофе. Смотрите, снег не уходит. Почему? Почему, скажите мне? У нас, вовсю голуби заседают. Весна начинается. Лед сошел прям не везде. Мой наборчик, там ламия и микрон. А летом, думаю, буду заседать там. Как же все-таки шикарно Нарвские ворота. Немножко моего дресса. Что-то давно мягкие материалы не использовал. Что такое? Не уж тем более не лепил. Когда-то увлекался, но вот это трогать прям пока не хочется. Как бы без кисточковой истории обойтись. Но еще немножко про имидж. Правильная мокка Виолетти. А это не очень правильная. Ну ничего. Посмотрите, какие крутейшие русты. Обалденно. Прям моща. Круто. А я сейчас сюда, если там есть место, то я доскетчу. Тум-турдум. Скетчбук, кофе. Пироженка и кофе пока не особо помогли. Пока придумал только павильоны бюджетные, как на остановке, если совсем нет денег. Если не можем так, то может быть вот так. Трудно. Затупил на крыше. Не понимаю, какая крыша там может быть. Сегменты.
Смогут ли они там использовать стекло? Было бы круто. Может, нужно что-то антивандальное. Может, тут мне что-нибудь в голову придет. Вот тут и вон там нормальное место для заседания со скетчбуком. Сверху это нависает, проектная идея идет лучше. Стас крутой, большой, а я маленький. Но, блин, может получится и такие большие крутые штуки делать. Очень на это надеюсь. Как видите, такая система скетчинга очень простая и понятная. И довольно эффектная. Уроки по ней в описании к видео. Мой сервис Boosty. Переходите, подписывайтесь. Меня зовут Эдуард Кичигин. Чао-чао.